В эфире «Трибуна», в студии Мария Сидельникова, и у нас в гостях член Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Волгоградской области Елена Владимировна Попова. Елена Владимировна, здравствуйте. К сожалению, сейчас переживаем кризисное время, но бюджет на 2016 год был в целом принят без урезаний социальной составляющей. Ее удалось сохранить. Как антикризисный план правительства в плане поддержки многодетных семей будет реализовываться? Ну, на самом деле бюджет 2016 года принят. Мы бы считали даже своим достижением, что он был принят не только без урезания социальных статей, но он даже был принят с поддержкой размера трансфертов субъектам Российской Федерации. Это очень важно, потому что мы понимаем, что, к сожалению, у нас часть регионов является высокодотационными. Поэтому мы очень благодарны, что наше пожелание было услышано, и мы надеемся, что трансферты повышенные, они все-таки позволят субъектам, и как в целом антикризисный план мероприятий Российской Федерации, так и собственные региональные антикризисные планы реализовать. Конечно, в первую очередь особое внимание мы обращаем на семьи, имеющие несовершеннолетних детей. Вы знаете, что у нас семьи разные. Семьи с одним ребенком, с двумя, семьи многодетные, семьи, имеющие детей-инвалидов. Они все у нас нуждаются как в поддержке государственной, так в первую очередь в поддержке региональной. И, конечно, в исполнении антикризисного плана федерального в прошлом году был предпринят ряд мер по внесению поправок в разного рода законов. Вы знаете, что мы в прошлом году позволили добавить новое направление по расходованию средств материнского капитала, не дожидаясь, пока ребенку исполнится 3 года. Семьи получили возможность направлять средства на первоначальный взнос по ипотеке. Это тоже было пожелание, которое пришло из регионов, которое было воплощено в новую поправку и стало направлением расходования средств материнского капитала. Буквально в конце года мы приняли еще одно направление на реабилитацию и на абилитацию ребенка-инвалида. Причем сейчас мы ожидаем постановления правительства, на основании которого уже пенсионные фонды в каждом субъекте Российской Федерации будут начинать принимать заявления от родителей на то направление реабилитации, которое и родители посчитают возможным направить, и которое будет согласовано с предлагаемым правительством в постановлении. Это очень важно, потому что мы говорим о том, что если в семье есть ребенок-инвалид, как правило, тех мероприятий на его реабилитацию недостаточно. А с учетом того, что мы еще с вами принимали в 2015 году поправки в 419 закон, а 419 закон мы принимали после того, как мы ратифицировали конвенцию по делам инвалидов, и мы прописали новый вид, который называется абилитация инвалидов. Это совершенно новый, это совершенно такой же равноценный по комплексу мероприятий блок, как реабилитация, но с учетом того, что мы дали возможность родителям тратить на это федеральный материнский капитал, мы считаем, что мы обеспечили ряд мероприятий по повышению дохода самих семей с несовершеннолетними детьми. Ну и, конечно, поддержка многодетных семей нас тоже очень волновала в предыдущем году. Мы очень тщательно отслеживали все обращения из регионов, которые к нам поступали, и по разного рода мерам соцподдержки, которые регионы предоставляли ранее, которые будут предоставлять в этом году. И, конечно, все эти мероприятия мы с вами связывали с принятием федерального закона о внесении, о применении средств критерий нуждаемости и адресности. Поэтому мне кажется, что итоговую такую черту в 2015 году мы приняли. Антикризисный план правительства по поддержке семей с детьми практически на разного рода новых поправок, либо реализацию существующих законов по поддержке семей с детьми, как, например, была разовая выплата в размере 20 тысяч рублей, опять же, средств материнского капитала, мы выполнили. Все дальнейшие пожелания регионов мы рассматриваем и тщательно мониторируем
мониторим на предмет того, может ли появиться какое-то новое направление из средств материнского капитала, либо мы должны думать о дополнительных мерах, потому что есть у нас федеральный закон о дополнительных мерах поддержки граждан, имеющих детей в Российской Федерации. Но в то же время мы говорим, что не стоит постоянно ждать от Палаты законодателей появления новых законов федеральных. У нас довольно принято уже и в 2015 году и в предыдущие годы законов, которые позволяют регионам маневрировать между федеральными законами и законами собственными. И, конечно, в первую очередь мы всегда говорим о том, что должно быть приведение в соответствии своей нормативно-правовой базы, в соответствии с теми пожеланиями, которые мы прописываем в законе федеральном. Потому что, как вы знаете, вот как раз именно наш комитет всегда настаивает на том, чтобы применялась формулировка «регионы вправе». Не обязаны, а вправе. Это большая разница, потому что мы скажем так, дополнительно никаких обязанностей на регион не налагаем. Мы предлагаем, исходя из возможностей бюджета и собственных внебюджетных источников, все-таки реализовывать те новые направления, которые вот в рамках антикризисного плана были предложены.